Намаскар. Продолжаю отвечать на вопросы Андрея. И сегодняшняя тема – это кундалини. Что такое кундалини? Ну, вы слышали наверняка это слово. Кундалини. Потому что это самая ядерная, самая такая внутренняя, самая главная эзотерическая, что ли, идея в йоге и тантре. То есть без кундалини не может быть какого-то духовного прогресса. Поэтому это очень важная тема. Вот. И две сутры я вам скажу, которые определяют эту концепцию. Первое. Кундалини са мулибхута ринатмика. Это значит, кундалини есть сила фундаментальной негативности. Вот. Концепцию эту поясняю. Наше тело это как два полюса. Это континуум между двумя крайностями. Первое это точка фундаментальной негативности. То есть это точка максимальной грубости, Муладхара чакра, нижний центр. И вторая это точка максимальной тонкости, максимальной позитивности. Здесь Сахасрара чакра. Вот. И между ними мир существует. Между ними существует мир. Мы как-то говорили, вот фундаментальная философия, лекция была, мы как-то говорили о том, что весь этот мир это сочетание сознания и энергии. То есть существует по сути только одна вещь, это высшее сознание, и в нем два аспекта. Это сознание и энергия. И вот чем больше энергия проявлена, тем объект грубее. Чем больше сознания проявлено, тем объект тоньше. Вот. Это, по сути, это как молоко и его белизна, как огонь и его сжигающая способность. Но они в разных комбинациях присутствуют. Да? Вот. И когда... То есть, чем выше здесь, тем больше сознания проявлено, меньше энергии проявлено. Чем ниже, тем сознание спит, а энергия проявлена максимально. И вот эта вот точка, Муладхара чакры, это точка фундаментальной негативности. Поэтому кундалини называется силой фундаментальной негативности. Теперь процесс духовной практики. Необходимо трансформировать эту силу фундаментальной негативности в фундаментальную позитивность. То есть возвысить эту силу, поднять ее вверх, и за счет этого сознание освобождается от своего материалистического бытия, и оно становится духовным сознанием. Вот. Это вот процесс, который происходит. В обычном своем состоянии, когда кундалини спит в Муладхара чакре, это материалистическое состояние. То есть мы видим мир просто как материальный мир. То есть мы видим не единое, мы видим множество. Мы видим множество разных объектов, и мы воспринимаем их как грубые объекты. Мы не воспринимаем их как сознание. Чем выше кундалини поднимается, тем тоньше становится твое восприятие. То есть сначала у тебя появляется переживание, легкое переживание духовности. Да? Но легкое, я говорю, ладно, я расскажу вам просто, как она поднимается через чакры и какие состояния там есть. Когда оно достигает вот здесь вот, свадиштана чакры, это состояние называется салокья самадхи. То есть ты переживаешь чувство того, что высшее сознание есть, присутствует. Салокья значит в одной локе, в одной планете. Вот он здесь. Не там где-то в раю, не там где-то на небесах. Здесь, прямо здесь я чувствую присутствие божественное. Вот эта духовность, она есть, дух присутствует. И это дает тебе экстатическое блаженное переживание. Ну, что это за переживание? Во-первых, это мир, это покой. Да? То есть ты чувствуешь, вот остановись мгновение, хоть вечность я бы вот так провел. Мне просто хорошо от этого ощущения, что вот оно есть здесь, в этом мире. Да? Потом следующее переживание здесь, в Манипура чакре, когда кундалини доходит, тогда ты переживаешь самипья. Самипья означает близость. То есть я чувствую себя физически и эмоционально близким к высшему. Высшее сознание мой самый лучший друг, мой компаньон, тот, кто мой спутник, который всегда со мной присутствует, который всегда со мной рядом. Знаете, есть вот эта шлока на санскрите. Твамева мата ча пита твамева банду ча сака твамева видям драйнам твамева сарвам мама дева дева. Твамева мата ча пита твамева. Ты моя мать, ты мой отец. Твамева банду ча сака твамева. Ты мой друг и ты мой
неразлучный компаньон. Твамева видям дравина твамева. Ты мое знание, и ты мое богатство. Твамева сарвам мама дева дева. Ты мое все, мой Бог богов. Да? Вот это вот переживание. Близок ты мне. Ты самое главное в моей жизни. И это дает блаженство. Это дает тебе блаженство мистика. Да? Это очень редкое переживание. Вы найдете, что в основном люди не переживают это. В основном люди вообще не верят, что это есть. А почему не верят? Как убедить слепца, что есть свет? Никак. Ты теоретически можешь говорить все, что угодно. Но до тех пор, пока глаза не откроются твои, ты не увидишь. Поэтому и говорится вот в мантре, да, Гуру Ванданы, говорится: Ом агьяна тимирантхася, гьянанджана шалакая, чак курум милитанг джиана тасмай шри гураве намаха. Я приветствую того гуру, который бальзамом знания открывает глаза, ослепшие во тьме невежества. То есть я живу во тьме невежества. Что значит невежество? Я не ведаю, я не знаю, что есть вообще духовность. Что самое главное, самое основное, сама суть жизни, она ускользает от меня. Я вижу, что жизнь это просто какой-то хаос. Вот. И когда кундалини поднимается, вот эти вот глаза, пелена с глаз, она начинает спадать. Ты начинаешь видеть духовную жизнь, ты начинаешь видеть духовный мир. Да, у тебя начинается вот это духовное переживание. Здесь в анахата чакре очень блаженное переживание, чувство соприкосновения. Как будто каждой молекулой, каждым атомом ты касаешься духовного бытия. Это порождает экстаз внутри каждой твоей клетки. Потом здесь сарупья. Вот это очень такое, да, это очень блаженное переживание, когда ты чувствуешь, что физически ты сливаешься. Нет больше тебя физически, становится одна форма. Потом дальше сюда идет. Здесь происходит умственное, ментальное, душевное слияние. Моя душа и высшая душа есть одно. Здесь есть переживание, я есть то высшее, то есть сознание. И последний вот этот путь между Аги и Сахасрара чакрой, он называется королевским путем, потому что здесь, когда кундалини до суда дошла, она становится нираламбха. Нираламбха значит неподдержанная. То есть твоя индивидуальная воля не может больше содействовать твоему духовному прогрессу. То есть все границы растворились, нет больше твоей индивидуальной воли, ты космический. Теперь все зависит от космической воли, все зависит от воли Всевышнего, чтобы он возвысил тебя до последнего вот этого этапа. И последний этап кундалини доходит сюда, до Сахасрара чакры, это называется кайвалья. И вот это кевали или кайвалья, вот это вот состояние, когда кевалья значит только. Нету двух, стало одно, и нету вообще я чувства, оно исчезло, оно распылилось, оно стало безграничным сознанием. То есть это бытие выше, чем я. Вот есть я, да, есть я, есть атма. Атма значит душа. Я это не душа, это часть разума. И вот это атма, сознание, это то, что знает свое бытие или свое небытие. Это тоньше, неизмеримо тоньше, чем это я. И вот этот последний промежуток, это когда вот это вот я восходит в сферу высшего сознания, становится высшим сознанием. Вот. И это вот путь кундалини от Муладхара до сюда. В этом пути есть проблемы, много препятствий. Это не думайте, что сейчас я кундалини светом подниму. То есть на самом деле, если ты не готов к поднятию кундалини, может быть масса неприятностей. Да? То есть, во-первых, когда кундалини поднимается, например, доходит до свадиштхана чакры. А свадиштхана чакра не взята под контроль, не сбалансирована. У тебя начинается, то есть она, кундалини, вместо того, чтобы развязать этот узел, да, свадиштхана чакра, она стимулирует этот центр, и у тебя начинается вот это вот сумасшествие на тему сексуальных чувств. Да? Это опасность, это очень тяжело, может быть. Вот, поэтому раньше времени она не должна подняться. И это регулируется духовным учителем. Это регулируется гуру. То есть у тебя есть дисциплина определенная. Ты делаешь асаны, ты там правильно питаешься, ты голодаешь, ты следуешь нравственным принципам. И постепенно, неуклонно твой разум приходит постепенно под контроль. Да? Плюс еще есть самскары. То есть у тебя есть, вот разум пришел под контроль, и вдруг из прошлого, что посеял, что ты пожнешь,
вот это вот из прошлого, последствия твоих предыдущих действий опять врываются на поверхность твоего ума, и опять контроль потерян. Опять контроль потерян. И опять ты заново берешься, и кропотливо ты восстанавливаешь этот контроль над своим умом. Работаешь, работаешь, опять врывается твое прошлое. То есть это процесс. Это процесс такого очень сильной духовной работы и достижения контроля над умом. Потом, когда чакры стали сильными, да, тогда кундалини может пройти сквозь них. То есть проход открывается. Пока этот проход не открылся, будут трудности, да, состояния. Ну и немножечко трудностей хорошо, чрезмерно трудностей. То есть не должно быть такого, что твоя способность разрешить эти кризисы, да, которые ты переживаешь, она меньше, чем сами эти кризисы. То есть всегда твоя способность должна быть больше. Поэтому движение должно быть постепенным, не резким. И вот эти вот идеи, что поднятие там кундалини раньше времени при помощи пранаямы, при помощи там каких-то вот насильственных методов, при помощи хатха-йоги, я считаю, что это неразумно. То есть это неразумная вещь. Обычно кундалини поднимается при помощи милости высшего сознания. То есть в тот момент, когда ты готов, у тебя приходит, у тебя вот все сложилось, у тебя путь открылся. И бывает даже ты, как сказать, временно путь открывается. Да? То есть у тебя вот такой просвет в карме, что у тебя вот эта сушумна, центральный канал, она приоткрывается. И в этот момент она восходит, эта энергия. Вот эта энергия взошла, и ты чувствуешь сладость высшего бытия, ты переживаешь это. Так тоже бывает. Ну а так, поэтому бывает так, что у человека какой-то есть прорыв, он продвигается, он переживает какое-то, прям мощное самадхи, а потом он долгое время не может пережить, потому что текущая карма не позволяет этого сделать. И он просто занимается тем, что он отрабатывает свою текущую карму. Поэтому насчет методов поднятия кундалини, ты подготовь себя, сосуд свое тело, свою нравственную основу, свой ум, и это произойдет. То есть в тот момент, когда этому нужно случиться, тогда гуру поможет тебе пережить это состояние. Вот так. Так что кундалини – мощная сила. Без нее нет никакого, на самом деле, духовного сознания. То есть, и все, неважно какая традиция, так или иначе, достижение святости, достижение того осознания, да, космического, без возвышения кундалини оно не происходит. Ты можешь чувствовать это, можешь не чувствовать это, но так или иначе кундалини задействована. То есть некоторые прям чувствуют, как в позвоночнике она бьет тебя там, как лягушка, бум, и у тебя спина вот эта твоя натягивается, и оно пошло. А некоторые она идет тихо, вот так, поднимается. Ты чувствуешь, что что-то приятное по всему телу расходится, и ты глубже в это проникаешь, но как-то ты ее не можешь идентифицировать. Так что вот так. Раньше времени не надо особо. После инициации кундалини становится пробужденной, и мантра это как хлыст, который ударяет по кундалини и держит ее в пробужденном состоянии. Но так все устроено, что мантра она пробуждает кундалини, но кундалини никуда не двигается. Для того, чтобы она двигалась вверх, необходима жажда. То есть, когда ты жаждешь высшей истины, когда ты жаждешь соединиться, ты жаждешь этой любви к высшему, в этот момент создает своего рода вакуум внутри твоей сушумны, и она начинает двигаться вверх. Это методика светлого пути. Методика темного пути – это вынудить кундалини, выкурить ее оттуда, из Муладхара чакры, чтобы у нее не осталось шанса, чтобы она поднималась. И на самом деле на темном пути кундалини тоже поднимается. Это энергия. То есть нужно понимать, что это слепая сила, энергия. Энергия должна быть управляема, направляема сознанием, иначе она может быть деструктивной. И в авидья-тантрическом стиле, да, то есть в стиле темного пути, кундалини тоже поднимается. И эта энергия может быть использована для проклятия, для еще чего-то, еще чего-то. Многие плохие вещи могут быть сделаны. Опять же, тебе нужна энергия, тебе нужна сила.
Для того, чтобы реализовать вот эти вот темные вещи, тебе нужна сила. И эта сила, опять же, черпается из кундалини. Но это ведет к тотальному душевному разложению, это ведет к деградации. Да, сознание грубеет, разлагается. Вот. И когда вот таким вот темным способом кундалини поднимается, она не несет блаженства, она просто дает тебе силу. То есть ты чувствуешь силу, ты чувствуешь могущество, мощь, но ты не чувствуешь божественное. Ты не чувствуешь соприкосновения, твое сознание не утончается, не соприкасается с божественным. Вот поэтому здесь вот выбор. Я такой сделал выбор, что я специально не буду ее толкать никуда. То есть я создам предпосылки внутри себя, я буду ее держать в пробужденном состоянии. И за счет своей жажды истины, да, я буду ее поднимать.